Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Четверг, 1 декабря, первый день зимы. Приветствую всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал. Также прошу обратить внимание, что у нас есть отдельный чат к каналу, где вы можете общаться между собой, выяснять какие-то интересные локальные ситуации, где я публикую свои мысли по рынку, и у нас происходит живое динамичное общение. Нас становится все больше и больше, комьюнити прибывает. Сегодня я думаю, что мы увидим 500-го участника. Это радует, потому что я понимаю, что, видимо, те мысли, которые публикую я, вам импонируют, поэтому вы с удовольствием подписывайтесь на мой канал. Окей, поехали к анализу. Биткоин. Переходим сразу к нашему дорогому и любимому биткоину. Вчера, ну или сегодня ночью, значит, у нас закрылась месячная свеча, закрылась на достаточно большом объеме. И закрылась она в нисходящей тенденции. Что может нам это знаменовать? Мы видим, что биткоин формирует нисходящий клин уже на протяжении года. Вот он, дорогой наш год, мы уже фактически снижаемся. Мы понимаем с вами, да, что у нас есть проторгованный профиль объема на отметке около 19 тысяч. И низ клина еще может рисоваться вплоть до своих дальнейших локальных поддержек, обозначимых в очередной раз на графике. Это уровень 14 тысяч долларов. Ну, более значимая поддержка у нас находится на отметке около 12 тысяч долларов. Ну и так далее. То есть этот клин мы можем с вами рисовать еще и рисовать до полного его снижения. Да? Понятно, что рано или поздно тренды устаревают. По многим показателям мы уже достигли дна. И неплохо было бы биткоину уже отбиваться и идти наверх. Неважно, с каких отметок мы будем отбиваться, но с текущей отметки мы будем пробивать его. Да, и вы сразу видите, где находятся локальные наши цели вверх. Или с более нижних уровней. Ну, опять-таки загадывать не будем, но высота клина это технически тот магнит, который будет тянуть и манить к себе цену биткоина в ближайшей перспективе. С точки зрения, вернее, месячной свечи, мы видим, что мы на объеме, собственно говоря, продолжили свое снижение. Мы заполняем тот профиль объема, который у нас не проторгован. Мы видим более значимую полку объемов, начинающуюся опять-таки в районе 11,5. 12 тысяч, там плюс-минус, ребят, роли не играет, там, да, уже снизимся мы, вероятно, снизимся мы к тем отметкам или к другим каким-то, да, ну, понятно, что на сегодняшний день надо понимать одну простую для себя истину. Рынок это психология. Много участников рынка сейчас понимают и думают о том, что биткоин будет снижаться к нижним отметкам, да, вплоть до 10 тысяч долларов, а может быть и 9. Мы с вами помним, что на Чикагской товарной бирже у нас есть два незакрытых гэпа. Я уже показываю их достаточно много и часто. Это я открыл доминацию. Сейчас посмотрим. Вот два незакрытых гэпа у нас есть. В район 11 тысяч и район 9600 долларов. Поэтому сходим мы туда закрыть гэпы в данный момент времени или не сходим, или мы туда сходим позже. Ну, по большому счету роли сейчас пока совершенно это не играет. Я понимаю, что многие ждут снижения в ту область, но опять-таки ввиду того, что все ждут, а крупный игрок знает, что все ждут, ну какой смысл ему сейчас цеплять пассажиров и вести их к тем уровням? Ну, я понимаю, это может случиться только в рамках какого-то очередного коллапса, какой-то негативной новости, которую может прилететь нам в качестве какого-то черного лебедя. Да? Вчера выступал Джереми Пауэлл. В принципе, основная риторика свелась к тому, что все равно они будут следить за инфляцией, все равно они будут стремиться к достижению уровня 2%. И возможно, в этом ключе возможно некое замедление повышения процентных ставок, потому что для самой Америки это очень невыгодная ситуация складывается. То есть, с одной стороны, они пытаются обуздать инфляцию, с другой стороны, высокие денежно-кредитные ставки бьют другим концом по американской финансовой системе. Поэтому ликвидности не хватает, им нужна
по большому счету наполнять экономику свободными средствами, свободными деньгами. Их надо печатать. Для того, чтобы их печатать, надо объявлять программу количественного смягчения. Но пока об этом они не говорят. Они говорят о том, что они будут продолжать повышать самые ставки. До каких уровней тоже пока непонятно. Но ближайшее повышение будет нас ожидать в районе 14 декабря. И, соответственно, ну, пока, по-моему, она планируется в районе 50 базисных пунктов. Ну, соответственно, будем смотреть. Пока рынок как бы воспринял вчерашнюю новость позитивом. Мы это видели на индексах доллара, снижающемся, вернее, индексе доллара, да, который сейчас достаточно динамично получил снижение и пришел на важнейшую поддержку 105 пунктов. Там будет он ее вламывать, пойдет ниже. Ну, следующая отметка находится в районе 104 пунктов поддержка. Ну, дальше это медиана канала. Гадать не будем, будем смотреть, как будет складываться текущая картина. Но, по крайней мере, вчера в момент выступления Пауэлла мы увидели вот эти зеленые свечи на многих инструментах. Это на всех практически индексах случилось. Это случилось и на самом биткоине. Поэтому я предлагаю посмотреть. Ну, давайте уже посмотрим, что с доминацией у нас. Доминация стала в моменте у нас, ну, сегодня она в текущих сутках она получает у нас рост 0,2%, но в моменте мы видим, ну, собственно говоря, вчера показывал, ничего не поменялось. То есть мы идем в горизонтальном, скажем так, блоке, да, это сверху сопротивление 41%, снизу поддержка 40%. Да, то сейчас рисуется некое двойное дно. Ну, граница данного, опять-таки, мы пришли к очередному, тут так получается, двойное дно большое, да, в рамках двойного дна большого есть маленькое второе двойное дно, и мы пришли вот к линии сопротивления. То есть, как будет себя вести доминация, ну, будем смотреть. Возможно, здесь сейчас будет какая-то реакция, скажем так, на снижение доминации. Ну, гадать не будем, будем смотреть, что в моменте происходит. В любом случае, растет доминация, снижаются альткоины. Это надо понимать. Собственно говоря, это видно по многим графикам этих монет. Вот, разметку не менял, по большому счету ничего не меняется. Более глобально большое дно может себя отработать, то есть доминация может на себя принять еще определенный процент с рынка. Доминация USDT. Ну, вчера опять-таки она получила снижение. То есть мы по большому счету, ну, сейчас находимся на определенной поддержке. Да, мы видим восходящий, как бы, восходящий был импульс. В восходящем импульсе у нас сформировался треугольник, который по большому счету имеет шансы пробиваться наверх. Но опять-таки, если смотреть в рамках пробиваться вниз, простите. Если смотреть в рамках восходящего канала, то мы с вами очень-очень много бьемся о нижнюю границу данного восходящего канала. То есть восходящий канал является у нас ничем иным, как медвежьим клином, медвежьей формацией. Соответственно, в какой точке мы будем его пробивать, но если опять-таки мерить по высоте этого клина, ну, собственно говоря, доминация может USDT потерять существенный процент. А это значит, что биткоин, включая все альткоины, могут начинать уже свой бычий сезон. То есть нам осталось, как говорится, пушка заправлена, осталось ее поджечь для того, чтобы получить хороший импульс роста по всему рынку. Да? Поэтому в этом ключе надо тоже понимать, что тянуть биток на 10 тысяч, ну, может не совсем выгодно представителю, скажем так, крупного капитала, который все это время на протяжении года фактически накапливает монеты, у него уже больше 15 миллионов, это, ну, естественно, не один игрок, это крупные кошельки, но мы видим, что они накапливают. Накапливают они для чего-то, значит, они понимают, для чего они это делают. То, что не понимают другие участники, понимают четко они. Давайте смотреть на сам биткоин. То есть неделька, да, видно. Опять-таки зона сопротивления у нас где-то находится в районе 19 тысяч. Ну, соответственно, мы можем сейчас даже в рамках коррекции к этой свече, обычно такие импульсные свечи корректируются вплоть до 50% по FIBA. Но если мы ее с вами замерим, то мы можем увидеть, что район 18300 это 50% коррекции. По Фибоначчи 18900, ну те же 19000, это 61 уровень, да, то есть мы имеем все шансы спокойно туда подойти.
Тем более с учетом характера тех откупных свечей, которые мы видим здесь, и повышенных объемов здесь, соответственно, делает нам некий намек на то, что первый уровень, который нас может встретить, это 17 700 долларов, 38, который будет очень важный в плане сопротивления, потому что 38 уровни при наличии сильных трендов, они обычно цену отталкивают. Соответственно, мы можем увидеть сюда и пойти валиться вниз на те же 12 тысяч, там, да, что может нарисоваться. Либо, если мы его пробьем, то мы имеем все шансы протестировать зону 19 тысяч. Давайте посмотрим на коротком таймфрейме, что у нас рисуется. Там рисуется достаточно интересная картина. Сейчас. Сегодня ролик может выйти немножко длиннее обычного, но тем не менее у нас важная есть интересная формация на графике. Давайте смотреть на, допустим, возьмем 4-часовой таймфрейм. Вот у нас с вами опять-таки формировался наклонный уровень сопротивления, да, который мы пробили. И мы с вами видим, что, во-первых, мы с вами пробили достаточно большой уровень горизонтального сопротивления. 16 600 долларов нас долго держал. Мы долго вокруг него танцевали. У нас долго вокруг него была проторговка. Сейчас мы его пробили на объеме. Это надо видеть внизу по объемам. По объему были абсолютно повышенные. Свечи у нас полнотелые, соответственно, как бы запал у покупателя есть на рынке. Значит, более того, на графике рисуется интересный паттерн на 4 часах. Да, все, наверное, уже поняли, к чему все это. Голова и плечи перевернутые. Соответственно, если посмотреть по техническому анализу, куда это нас может вывести, то это опять-таки зона 18 тысяч долларов, которая будет, является ценой пока опять-таки магнитом, да, для реализации этого паттерна. Да, мы сейчас имеем все шансы прийти протестировать опять-таки вот эту область. Если мы ее будем пробивать вниз, естественно, это все, реализация теряет смысл и никакого тут формирования паттерна не происходит. Но если мы закрепляемся в данном диапазоне, да, набиваем какую-то боковую проторговку, то, естественно, видя тот профиль объема, который у нас был проторгован во всем этом боковике, то 16 600 долларов это очень сильный уровень поддержки. Соответственно, можно понимать, что в принципе цена, интересующая для реализации и данного паттерна, и, например, снятие очередной ликвидности на рынке, которую мы сделали вчера, долго пробивались там над уровнем 17 тысяч долларов. Сегодня сняли стопы за 17 200. Где наши? Вот они, да. Соответственно, следующие уровни, опять-таки, интересующие, это 17 600 долларов, и те же 18 тысяч долларов. Поэтому в этом смысле, я понимаю, что рынок устал падать, ему надо немножко восприятие. Топливо пока для роста есть. То есть негатива, по крайней мере, нет, но есть интересные намеки на, может быть, даже это какой-то разворот идет. Хотя бы краткосрочный тренд у нас и так восходящий, но долгосрочный тренд пока, естественно, нисходящий. Там есть более глобальный уровень сопротивления, но тем не менее мы с вами должны понимать, что любой тренд стареет, любой тренд заканчивается, любой тренд разворачивается. Давайте посмотрим на часовике. На часовике интересная картина тоже. Я думаю, что тут долго рассказывать тоже не стоит. У нас есть пятиволновая структура роста. У нас есть наклонный уровень поддержки. Пятая волна, она, не знаю, она либо могла подойти к своему завершению, либо она еще будет стремиться что-то отрисовать нам наверху. Но тем не менее мы с вами должны понимать, что к любой пятиволновке есть коррекционные структуры.
Значит, в данном случае у нас есть сильный уровень поддержки в виде вот профиля того объема и в виде вот этого самого объема, да, который был проторгован слева на графике. Поэтому мы с вами должны понимать, что с любых отметок, да, мы можем получить какие-то коррекционные волны. Другой вопрос, будут ли они длинными затяжными, или мы уже получим некий аптренд. Мы видим, что у нас мувинги начинают скрещиваться. Соответственно, я понимаю, что если какое-то снижение на таком бычьем графике будет, то оно будет неглубоким. Поэтому шорты в данной ситуации, ну, рассматривать по рынку, я не говорю сейчас там по каким-то другим альткоинам, но в частности по биткоину, ну, пока преждевременно. Потому что диапазон сужения, он может быть, ну, 200-300 долларов, и это может случиться быстро, а может, ну, коррекция в любом случае к пятиволновке должна быть. Вопрос, до каких уровней она дойдет, на 16800 или там на 16600, но мы понимаем, что у нас глобальная зона поддержки уже находится здесь. Поэтому шортить растущий рынок, ну, совершенно не лично в моих интересах. Я понимаю, что это может случиться достаточно быстро, некая импульсная формация, но в любом случае видно, что есть сила покупателя. Объемы опять-таки говорят нам о том, что покупатель вложил в эту область достаточно много средств. Поэтому цену вытолкали наверх. Ну, сейчас просто идет реализация, идет накопление, идет какая-то аккумуляция, там идет разгрузка индикаторов тех же, которые у нас. Сейчас мы посмотрим, что творится. Есть определенная, я сегодня там публиковал на эфире, да, дивергенция здесь, перекупленность на стохастике. Соответственно, просто, ну, для того, чтобы разгрузить индикаторы, сильно опускать рынок совершенно не стоит. То есть мы можем поплясать в этой зоне, индикаторы у нас получат разгрузку в области там хотя бы 50%, и у нас дальше появится топливо для дальнейшего роста. Поэтому с учетом того, что сегодня четверг, завтра пятница, ну вот, условно говоря, сегодня день может уйти на какую-то определенную разгрузку, а завтра может быть и опять какой-то зеленый день, который нас будет удивлять. Поэтому тут совершенно сейчас, скажем так, небезопасно рассматривать какие-то шорты, да и смысла в этом нет. Ну, в частности, по биткоину, там, эфиру. Но по другим альткоинам, я думаю, что какие-то сетапы будут нарисовываться ввиду того, что доминация может подрастать самого битка. Ну, это может вытягивать деньги из альткоинов. Поэтому по биткоину вот я буду присматривать зону 16800, 16600 как основную зону поддержки для того, чтобы добирать лонги и ехать как минимум там выше, там куда-нибудь в области 17600, 18000, по крайней мере об этом все говорит. Ну а дальше там буду смотреть по ситуации, как это все будет разворачиваться, о чем я буду публиковать свои мысли в телеграм-канале. По эфиру я тоже сегодня давал свое видение в канале. Собственно говоря, тут происходит то же самое, да, идет перекрещивание, соответственно, ну, какая-то коррекция в зону 1250, 1240, может быть 1230, она может быть. Здесь есть такая же дивергенция, цена растет, индикатор показывает о необходимости разгрузки, есть некое формирование клина. Ну, соответственно, да, она может подразгрузиться, можно будет тут поискать какую-то точку входа в шорт. Но опять-таки, пока график не отрисует коррекционные волны А и Б, говорить о каком-то шорте достаточно рано. Давайте посмотрим. Ну, вчера что там я опубликовал? Суши. Суши, в принципе, дернул вниз, как и ожидалось, да. Ну да, вчера на общем импульсе мы пошли наверх, но опять-таки отрабатывает уже перекупленность, начинает спускаться. Значит, дивер отрабатывает, то есть наверх, график идет вниз. Ну, соответственно, сейчас многие альткоины можно посмотреть. Ну, хотя уже пошло поступательное снижение, были интересные точки входа, какие-то были выше. Опять-таки ночь была, и в ночь не советую открывать никакие сделки. То есть надо ждать формирования каких-то сетапов. Может быть, отрисуются какие-то интересные точки входа. Все, друзья, я думаю, что основные моменты мы разобрали. Дальше все общение предлагаю осуществлять в рамках телеграм-канала. Всем хорошего дня, всем профита, всем пока и всех с первым днем зимы.